Alright guys, today we are going to be reacting to Breaking Russia's latest trophies revealed. Massive Western high-tech seats in Sumy. Thank you so much for the support, guys. We're going to simply jump in here with see what's going on. Let's go. Make sure you subscribe, guys. Новые трофеи, захваченные в Сумах, служат напоминанием о неэффективности западной высокотехнологичной помощи Украине. Что же так легко попало в руки русских? На сложном и напряженном поле боя в Сумской области 22-й мотострелковый полк северской группировки войск достиг важной стратегической цели, которую нельзя недооценивать. Они успешно захватили несколько единиц передовой военной техники, ранее принадлежавшей украинским войскам. Среди трофеев оказались два танка М1 Abrams, два бронетранспортера International Max Pro, одна боевая машина Страйка и одна ремонтно-эвакуационная машина Challenger. Этот успех не только в захвате тяжелой техники, но и в отражении динамики и сложности продолжающихся боев в этом районе. Вся эта бронетехника была впоследствии эвакуирована российскими войсками в рамках их операции на передовой, что стало важным шагом в их усилиях по установлению контроля над территорией. Однако многих беспокоит то, что украинская армия так легко оставила эту ценную и передовую военную технику. And you know what's crazy? This is something I have a friend of mine. A friend of mine was stationed in Germany, and a lot of his friends were just training Ukrainian forces, and he was saying that the Western region was having a little bit of problem trying to train the Ukrainians because they didn't want to listen to them. And one of the main concern was that they were just wasting a lot of these armament because they cost a lot of money. A lot of these German equipment, a lot of these Swedish, and a lot of these Western equipment, they cost a lot of money. It's not cheap. It's not Давайте cheap. разберемся подробнее. Танк М1 Abrams. Один из самых тяжелых и современных танков в мире, известный своей мощной броней, высокой мобильностью и смертоносным вооружением. Okay. Однако в контексте продолжающихся боев на Украине этот танк сталкивается с беспрецедентными трудностями. Согласно отчету военного журнала, украинская армия потеряла около 87% своих танков М1 Abrams. 87%. Эта цифра подчеркивает сложности в обслуживании и эксплуатации этих танков в условиях интенсивных боевых действий. Одной из главных проблем этого танка является его большой размер, который делает его менее маневренным и более уязвимым на сложных полях боя, таких как густые леса, городские районы и заболоченная местность. Размеры и вес Абрамса, которые достигают нескольких тонн, обеспечивают максимальную защиту экипажа, но также создают проблемы с мобильностью и расходом топлива. 87%, guys. Боевые действия на Украине стали первым опытом применения Абрамса в условиях высокой интенсивности против равного по силе противника. Столкнувшись с трудностями и потерями, военные критически оценили эффективность этого танка в современной войне. Одной из уязвимых точек танка является крыша, которая может быть атакована беспилотниками. В современной войне беспилотники стали важным оружием, способным поражать цели с недоступных для обычного вооружения углов. Координированные и точные удары беспилотников могут поражать слабые места бронетехники, включая крышу, которая относительно тоньше, чем борта и передняя часть танка. Wow. That's unbelievable. You guys saw that? The reason of Western high-tech failure. Let's see. На кадрах с передовой в Сумах видны два танка «Абрамс», которые остались относительно целыми. Возникает вопрос, были ли танки серьезно повреждены или у них просто закончилось топливо?
Абрамс известен высоким расходом топлива, что может стать серьезным препятствием при длительных операциях в сложных условиях. Кроме того, есть и другие проблемы, влияющие на эффективность этих танков. Например, уязвимость электронных компонентов к конденсату и высокой влажности, а также к противотанковым ракетам российских войск. Нехватка 120-миллиметровых снарядов с высокой взрывной силой также является проблемой для Абрамса и других основных боевых танков, поставляемых западными странами. Этот тип боеприпасов необходим для пробивания все более совершенной бронероссийской бронетехники. Без достаточного количества таких боеприпасов способность танка выживать и эффективно действовать Really? значительно Wow. снижается. I would not for the Abraham. I wouldn't even think that it was having this amount of problem. It's a very expensive tank, guys. Кроме того, танк «Абрамс» известен как дорогостоящая боевая машина, для обслуживания которой требуется специальная подготовка экипажа, а также сложное и дорогостоящее техническое обслуживание. Все эти факторы создают значительные трудности в условиях продолжающегося конфликта на Украине, где местность, климат и условия боя сильно отличаются от предыдущих. Сложность логистики и большой расход топлива делают «Абрамс» уязвимым для перебоев с поставками, что может привести к тому, что экипажи будут вынуждены бросить свои машины на поле боя. Для российских войск захват этой военной техники в Сумской области – значительное достижение. Но ограничивается ли успех России в Сумской области только бронетехникой? And I'm guessing a lot of these. I'm guessing Russia was gonna take some of these technological Western high tech, and they're gonna study and see what's going on. Also, those are resources as well, so they might just do something with it. Россия успешно захватила несколько населенных пунктов в Сумской области и получила приказ от Кремля создать буферную зону в этом районе в рамках своей стратегии по обеспечению безопасности приграничного региона и контролю над логистическими маршрутами. Этот успех касается не только захваченной техники, но и демонстрирует способность российских войск управлять полем боя и эффективно использовать слабые места противника. Продвижение российских войск в Сумской области было довольно значительным и привлекло внимание многих сторон. По информации из различных источников, в том числе от Deutsche Welle, российские войска начали масштабную операцию в Сумской области на севере Украины. Украинское региональное военное правительство подтвердило, что 4 населенных пункта вдоль границы находятся под контролем России. Известно, что Москва сосредоточила свои самые крупные и мощные силы на Курской линии фронта, где у границы с Сумской областью сосредоточено более 50 тысяч. It will provide a major advantage for them, Huh. especially as a larger infantry force can dominate difficult terrain and exert significant pressure on Ukrainian defenses. В условиях сражения в Сумах местность, где преобладают леса и открытые пространства, представляет сложности для тяжелой бронетехники, такой как танки «Абрамс». Это труднопроходимое место часто становится... Now the question is, right? At what cost, right? At what cost? Because at this point, I think I have seen some numbers that go about the million when it comes down to casualty overall. I might be wrong here, but at what point this is gonna keep going, right? And I don't know if you guys agree with this. Do you guys agree with this war at all? Well, it's not a war, but the military operation. It seems politically, the way I've been understanding this is that supposedly, I don't know if this is true, based on history, supposedly Ukraine is not a sovereign nation. I think that's what it is. But let me know in the comment section below. ловушкой для больших машин, которые могут застрять или стать легкой мишенью для пехоты, вооруженной переносными противотанковыми средствами. Российские войска, имея большое количество пехоты и опыт ведения боевых действий в подобных условиях, могут использовать эти факторы, чтобы затруднить передвижение украинских танков и бронемашин. Yeah, that's oof. Damn. Wow.
Российские войска продемонстрировали способность адаптироваться и эффективно использовать стратегию, сталкиваясь с современными военными технологиями, а также показали важность логистической готовности, поддержки на местности и владения тактикой ведения боя, подходящей для реальных условий. Успех в Суммах заключается не только в захвате военной техники, но и в том, как использовать свои сильные стороны для достижения стратегических целей в продолжающемся конфликте. Сколько еще сможет продержаться западная высокотехнологичная техника в Суммах? На этом все. Спасибо за Well, просмотр. the thing is that a lot of, I think France, I talked about this before, how France has lost almost 50% of the military arsenal just supporting Ukraine. That showed you how weak Europe was entering this war, even though Europe is not entering the war per se, right? But I don't know. It is what it is. I really don't know. The way I see this is when when the Western countries' weaponry goes to waste, Russia simply just pull it back and just start getting some of the resources and just put it back together on their own and taking advantage. That's what it is. They're taking advantage of those high tech armory, and they're gonna do a lot of stuff with it. But let me know what you guys think in the comment section below, guys. I would love to hear you guys' opinions. Do you guys are in favor of this war? Do you guys are not? I would love to hear you guys' opinions. I will see you next one.